Здравствуйте, друзья! В этом видео мы поговорим о времени ортодонтического лечения. Как долго носить брекеты? Этим вопросом задается каждый пациент перед тем, как решиться на исправление прикуса. Любой ортодонт на консультации говорит о средних сроках лечения. Элайнеры отлично работают, когда требуется исправить небольшие, чисто эстетические проблемы. Срок ношения элайнеров колеблется от пары месяцев до полугода, иногда больше. Среднее время ношения брекетов от 1,5 до 2 лет. Нормальным считается срок ортодонтического лечения от 8 месяцев до 3 лет в особенно сложных случаях. От чего же зависит длительность исправления прикуса? Итак, топ-8 причин, определяющих время ношения брекетов. 8 место. Брекет-система. В этом пункте вы, наверное, ждете оглашения победителя среди брекетов в номинации «Самое быстрое лечение». Вынужден разочаровать. Победила дружба. Никаких общих выводов здесь быть не может. Все зависит от соответствия брекетов вашей клинической ситуации и от того, насколько хорошо ваш ортодонт умеет работать с данным типом аппаратуры. Кроме того, некачественная аппаратура регулярно выходит из строя и требует замены отдельных частей. Это затягивает и удорожает лечение. 7 место. Кооперация. Решаясь на ортодонтическое лечение, вы должны понимать, что в достаточной мере ответственны за его результат. Если вы по каким-то причинам не сможете посещать ортодонта с нужной периодичностью, ваше лечение затянется. Если вы не соблюдаете рекомендации и у вас регулярно отклеиваются брекеты, ваше лечение затянется. В некоторых случаях использование эластиков – единственный способ достигнуть качественного результата лечения. В этом случае несоблюдение рекомендаций по их ношению либо ухудшит результат лечения, либо удлинят его сроки. 6 место. Смена ортодонта в процессе лечения. Примите как данность, смена ортодонта – это негативный фактор, всегда увеличивающий время лечения. Или самый негативный сценарий. Вам приходится сменить врача по той причине, что предыдущий ортодонт не может довести вашу ситуацию до адекватной. В этом случае лечение фактически начинается заново. С новой диагностики, составлением плана лечения, фиксацией новой брекет-системы. Понятно, что и отсчет времени обнуляется. 5 место. Длительность финишного этапа лечения. Завершение лечения – один из самых сложных и трудоемких этапов. Если план был составлен корректно и все прошло правильно, то финиш окажется простым и быстрым. Если же что-то пошло не так, то завершение лечения может растянуться на год и более. Кроме того, если вы очень щепетильно относитесь к микроскопическим деталям положения ваших зубов, то будьте готовы к существенному увеличению длительности финишного этапа лечения. Подобные коррекции занимают много времени, особенно если они субъективны и производятся исключительно по вашему желанию. 4 место. Ортодонт. От врача зависит очень многое. Но кроме этого, на скорости лечения сказывается точность постановки брекетов, подбор оптимального протокола замены дуг и еще целая куча вещей, о которых вы вряд ли узнаете, но которые определят, снимете вы брекеты через 1,5 года или через 3. Именно поэтому важно выбрать хорошего ортодонта. 3 место. План лечения. Часто в одной ситуации можно действовать несколькими способами. Например, требуется удалить зубы для устранения дефицита места, но ценой более сложного ортодонтического лечения можно сохранить зубы. Практически в каждом непростом клиническом случае варианты будут отличаться как по времени, так и по сложности. Все это также влияет и на стоимость ортодонтического лечения. 2 место. Физиология. Зубы двигаются за счет процессов резорбции и синтеза кости, находящихся в балансе. Скорость этих процессов и структура кости влияет на динамику движения зубов. Как вы понимаете, физиология у людей разная, поэтому скорость движения зубов также отличается, в том числе и в зависимости от возраста пациента.
но не так сильно, как принято считать. Конечно, в подростковом возрасте исправление прикуса происходит значительно быстрее, но у одного и того же человека в 25 лет и в 50 время ношения брекетов будет практически идентично. Зато у людей одного возраста время решения схожих проблем могут существенно отличаться. Важно помнить, что некоторые гормональные заболевания, антидепрессанты и противоэпилептические препараты серьезно снижают скорость лечения, вплоть до полной остановки. Первое место. Исходная ситуация. Очевидно, что зубы бывают кривыми очень по-разному и в очень различной степени. Исправить небольшую скученность гораздо проще и быстрее, чем корректировать неправильную позицию нижней челюсти или вытягивать из кости ретинированный зуб. Очень важно, чтобы перед лечением ваш врач поставил обоснованный диагноз и составил корректный план лечения. В противном случае ношение брекетов может растянуться на неопределенный срок и, что еще хуже, не принести результата. На этом все. С вами был Владислав Панков. В следующем видео я расскажу вам о том, как исправить прикус в домашних условиях. Подписывайтесь на канал и до встречи!